Майкл был молодым и энергичным рейнджером, недавно устроившимся работать в национальный парк. Любовь к природе у него появилась еще в детстве. Он мог часами читать о дикой Африке и мечтал однажды защищать животных не на страницах книг, а в реальной жизни. Теперь его мечта стала работой. Парк, где служил Майкл, славился популяцией львов, их здесь было около 30. Он чувствовал особую ответственность за этих хищников, сильных, величественных, но все же уязвимых перед стихией и случайностями. Однажды ранним утром Майкл патрулировал скалистую часть территории. Солнце только поднималось, окрашивая небо в мягкие розовые оттенки. У подножия обрыва он заметил группу молодых львов, игравших слишком близко к краю. Камни в этом месте были рыхлыми и нестабильными. Внезапно часть скалы осыпалась. Один из львов соскользнул вниз, успев зацепиться когтями за выступ. Его положение было отчаянным, силы быстро покидали его. Майкл мгновенно вызвал подкрепление и начал действовать. Он отогнал остальных животных шумом джипа, чтобы расчистить пространство. Когда прибыли коллеги, они быстро соорудили систему из тросов. Сам Майкл взял на себя самую рискованную задачу – спустить петлю вниз и закрепить ее на теле хищника. Лев не проявлял агрессии. В его взгляде читался страх и, возможно, понимание. С большим трудом рейнджеру удалось закрепить веревку. Команда тянула изо всех сил. Камни осыпались, руки скользили, но они не сдавались. Наконец животное оказалось наверху, измотанное, но живое. Коллеги отступили, давая пространство. Майкл остался рядом, осторожно снимая веревки. Лев не двигался. Несколько секунд они смотрели друг на друга, человек и дикий зверь. Затем хищник поднялся и медленно ушел. История могла закончиться здесь. Но через несколько месяцев случилось то, чего никто не ожидал. Начался сезон проливных дождей. Во время сильного ливня Майкл патрулировал парк и остановился осмотреть поваленное дерево. Внезапно раздался гул, со склона сорвался оползень. Он не успел добежать до машины. Майкл ухватился за ствол дерева, но поток грязи накрыл его с головой. Когда движение стихло, он оказался почти полностью погребен под слоем земли. Лишь небольшая щель позволяла ему дышать. Он пытался сохранять спокойствие, но понимал, помощи может не быть долго. Вдруг над собой он услышал движение. Сначала показалась новая волна грязи. Затем рев. Кто-то разгребал землю прямо над ним. Сквозь шум дождя послышались человеческие голоса. Свет пробился сквозь грязь, и вскоре коллеги вытащили Майкла наружу. Рядом с ними стоял лев, весь в мокрой глине. Тот самый. По словам рейнджеров, именно хищник привлек их внимание. Он настойчиво рыл землю и не уходил с места, пока люди не поняли, что под завалом кто-то есть. Майкл смотрел на зверя, не веря происходящему. Несколько месяцев назад он спас ему жизнь. Теперь лев, по сути, спас его. После этого случая животное больше не избегало людей так настороженно, как раньше. Во время патрулей Майкл иногда замечал его вдалеке. Они не подходили друг к другу, не нарушали границы. Но в их взглядах было что-то общее, молчаливое признание. Эта история стала напоминанием о том, что добро редко исчезает бесследно. Иногда оно возвращается самым неожиданным образом, даже из дикой природы.